Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, Алмаз Баталов. И мне вот это купили. Да, и сейчас идем гулять, а точнее в магазин хотим купить брючки. У нас все брючки маленькие стали, тонкие. Сейчас пойдем в Вайкики. Еще мне надо занести зубную пасту от Атоми. Друзья, остановилась на полпути, хотела показать вам. Смотрите, вот здесь вот у нас растут абрикосы. И сейчас такой момент, они зацвели. Не знаю, видно вам, нет? Маленькие-маленькие цветочки. Они сейчас чуть побольше, когда станут. Здесь можно, вот тропинка есть, можно прям прогуляться по этому месту. Может быть, у меня получится даже, я прогуляюсь. В общем, здесь у нас растут абрикосы. И вот давайте прям вот запомним этот момент. Получается, да, начало марта они цветут. Они очень, знаете, быстро цветут, потом появляются уже... Вот даже, смотрите, по сути, да, я не вижу... зеленых листьев, сразу цветы, да, ну, возможно, потом они выйдут. Я уже забыла, просто все время забываю, когда вот проезжаю отсюда, хочу вам показать, что это абрикосы будущие. И абрикосы, честно, вот даже мы когда в Газипаше жили раньше, абрикосы, короче, они всегда там привозили. Газипаша это что? Это обычно авокадо что у нас там? Бананы у нас там постоянно. Ну, а здесь это, знаете, персики, нектарины, апельсины, лимоны, абрикосы. Вот абрикосы тут такие вкусные. И их не сравнить вот с привозными, которые туда привозили. Видать, не доезжали прям самые смачные. Мы, короче, здесь покупали и на рынке, и здесь вот парочку срывали, да, пробовали. Они очень вкусные. Знаете, они даже вот цвет такой розоватый, короче. Не даже желтый, а вот именно розоватый цвет этих абрикосов. Вот, очень хотела вам поделиться с вами, тем более на канале очень много людей, кто пришел впервые, да, и вот смотрите, у меня даже ролики есть, где я там, у меня шортс есть, где я прогуливалась уже здесь, поэтому я рассказываю об этом именно вот новеньким. Ну и чтобы старенькие об этой информации не забывали. Вот. Ну а тем, кто на канале впервые, мы переехали 3 года назад в Турцию, как вы уже поняли. 1,5 года мы жили в Газипаше, сейчас мы переехали в Селивке. В Селивке переехали по работе мужа, муж работает на Аккую, ну а я работаю удаленно. По удаленке пишите мне в Телеграм, кому интересно, и проходите по ссылке, там, где написано «Удаленная работа». Сейчас стояла, записывала, и мне принесли документ, кто-то потерял, русскоговорящий, ну, фамилия русская, Кимлик кто-то потерял, сейчас вот написала в группу общую, короче, рабочий Кимлик такой, синего цвета. Вот так вот люди теряют, но он действующий, поэтому я в группу написала. Может быть, кто-то меня смотрит, знает, кто потерял, возможно, хотя видео, конечно, с опозданием немного выходит, но все же говорю. Смотрите, там заметила такую картину, как птичка что-то делает. Тут машина пока, правда. Я думаю, что за шорох? Надеюсь, думаю, это не змея. Хотя змея тут в таких местах не лазит. Но вот услышала, а там, оказывается, птичка такая темная, крупная, не маленькая. Не знаю, увидите, не увидите. Вот здесь вот. Короче, красота. Ладно, мы поехали. Так, ну что, приехали мы в ЛС Вайкики. И сейчас должен подъехать муж, в общем, хозяйки этого документа. Сейчас я передам. То, что я в группу закинула, уже нашелся хозяин. Так что все норм. Так, ну что, пока мы зайдем, не будем ждать. Пойдем смотреть штаны тебе, да? Пойдем на... Футболку и штаны, пожалуйста. Пошли. Пойдем на лифте поднимемся. Нам, получается, сейчас... Там есть вот эркек чуджук, класс чуджук. Нам надо эркек чуджук на самый последний этаж, 4-й. Сюда... О! Вот у нас и лифт. В общем, здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажей. Близко не подходи, ладно? Мам, я не чувствую, как нас поднимут. В общем, документ забрали.
Дали нам шоколадку, да? Алмаз Да. рад. А знаешь, почему мне дали шоколадку? Потому что мы, какой-то там большой служой папа, он нашел на дороге такой документ, и потом... Вообще-то это мы нашли. Да, это мы. Потом пошли в Айкику, и потом мы... И потом В общем, смотрите, мы набрали. Сейчас отдали будем ему, мерить. вот ему, который в Айкике тут живет. Короче, Это он дал их шоколад. был, да. И он дал нам шоколадку. Вот зачем. Всё. Это, Да пойдем мерить сейчас вещи? да. В общем, одели, короче, футболку. Вот футболка, смотрите. 5-6 лет, по сути. Это Да, нам Майнкрафт. уже 6 исполнилось. Посмотри на меня. Вот. Я взяла, короче, 5-6 и 6-7. Это футболка там, где для подростков уже. Ну, то есть более взрослые. Короче, в Вайкике Я есть сниму. такое. Вот кто Не смотри сюда. для таких детей выбирает вот переход, да, 5, 6, 7 лет. В общем, есть одна сторона, где большие размеры, одна сторона, где для поменьше, вы это поймете. Там вот это, например, да, в маленькой стороне. И если смотреть 6-7, для нас нормально. А если в большой стороне смотреть 6-7, они огромные. То есть вот такой вот момент есть. Например, вот эти вот мы брюки, вот они. Отпусти немножко, вот так просто держи. Вот, смотрите, большие брюки, получается 6-7 лет это. Они вот так вот висят. А вот эти мы взяли 6-7 также, но на стороне, где маленькие висят. И они, короче, нам вот сейчас вот примеры покажу, будет идеально. То есть вот такой момент есть. Мы, конечно же, возьмем 6-7, но с той стороны, где маленькие. Ну, а футболки возьмем побольше, наверное. Вот такие 6-7. Именно где для больших. Сейчас снимем все, одеваемся. Вот одели, считай, теперь вот футболку 6-7 со взрослой стороны. Вот смотрите, кстати, футболки стоят 249 лир. И она хорошо прям, ну, то есть футболку можно большую брать из большой вот этой вот части, да, отдела. А вот смотрите, про что я говорила. Посмотри сюда. Вот мы взяли как бы, да, брючки 6-7, но вот здесь они хороши ему. То есть это вот с маленького отдела, который, ну, 6-7 лет. Я просто очень давно, как бы, сколько уже, 3 года, да, в Вайкике покупаю. И только недавно до меня вот этот момент дошло, что есть такая вот разница. Здесь просто двое брюк, мы их возьмем. Кстати, вот так вот, когда берете еще именно в маленькой стороне, да, в маленьком отделе, там, короче, это по сути один этаж, но цена дешевле идет. Вот, допустим, двое брюк 6-7 лет, 599, да? А если где-то, вот она у меня здесь, а если, допустим, одни брюки 399, вот, то есть именно вот со стороны, где вот для более таких больших размеров. То есть как оно идет? Оно получается там для подростков. Здесь вот это вот до 7-8 лет. И то 7-8 это редко, пока поставь. А та уже от 6-7 начинается, та сторона. То есть, поняли, да? Там и дальше. Вот, то есть вот это мы сейчас как бы до 7 лет мы будем там покупать более-менее дешево. А уже потом, уже когда нам будет 8-9, мы перейдем на ту сторону. И по футболкам также. Вот, например, если брать футболку, да, 249, такая футболочка. А на каком примере это сказать? А вот это мы в маленьком отделе посмотрели. Это уже не футболка, это уже вот такая вот кофточка. Тоже стоит 249. 6-7 лет. То есть понятно, да? Так, а тебе какой цвет больше понравился? Вот, или мы еще покемон не мерили? Да, мы не берем. Тебе вот это понравилась футболка или вот этот цвет понравился? Мне это понравилось. Мне это и это. Надо выбрать что-то одно. Да? Потому что мы еще, да, с длинными рукавами возьмем. Тогда Еще, я конечно, это- еще есть покемон. Будешь мерить? У тебя так-то есть уже покемон. Да, не надо мне покемон. Тогда не будем брать покемон. Давай вот этого. А мне вот это понравилось очень сильно. Да? Да, посмотри по цвету. Ну да. Ну давай, я сфотку еще Ну, папе покажу. делай. Тут есть только скелет, Алекс и Крипел. А мне нравится больше это, потому что тут есть зомби, и еще скелет, Крипел, Алекс и еще Стив тут есть.
из Майнкрафта. Ничего себе. Знаете, какой Мгм. Майнкрафт? Хочете показать? Ну, это Вот тема такой. ваша, да. Ага. Я знаю, что это Майнкрафт. Круто. Я... Да, кстати, вот Майнкрафт написан. Короче, ладно. Значит, тебе это нравится больше. Все, Ну окей. да, это понятно. Так, ну что, то, что мы выбрали, это кофта с длинными рукавами. Вот эти двое брюк. Мы выбрали еще вот такую курточку себе. Короче, сейчас пришли в отдел обуви в Вайкике. Вот такая вот обувь. Я ее уже покупала, стоит 799 сейчас. Я брала где-то еще тогда в Газипаше за 300 лир. Вот, носила прям... Они у меня прям износились, то есть прям с удовольствием носила. Мягкие, очень хорошие. 799. Вот думаю, брать и не брать. Как бы еще на может, сезон, может, на 2 сезона хватит даже. И вот не знаю, короче, брать, не брать. Мы еще впереди в Мерсин собираемся. Сыну набрали, в общем, где-то на 2000 лир, наверное. Вот. И курточку взяли, 799 стоит куртка. И футболку, и двое брюк, и кофту с длинными рукавами, но тонкую. Короче, впереди Мерсин ехать. И вот у меня сейчас вопрос встал. А так обувь здесь стоит 699 лир, 999 лир, как бы 999. Знаете, короче, в чем сомнение? В общем, купила я кроссовки себе, вот эти вот. Думаю, ладно, пусть уж будет, потому что легкие, я уже их носила, я знаю, как бы, да, они мне подошли, и уж взяла. Потому что я не договорила, там у меня память закончилась. Вот такая вот обувь на платформе, я люблю такую, но она не мягкая. И вот если в походы ходить, то в этих не пойдет. У меня есть еще одна обувь, но она уже такая старенькая. Я ее покупала в Газипаше. В общем, зашли мы с ребятами еще в Бургер Кинг, взяли меню. Я уже не помню, 200 лир вроде стоит детское меню. Там машинка, ну, игрушка для мальчиков, машинка для девочек, может быть, другое что-то. Бургер, картошка и кола, короче. Захотел он меня, прям уговорил. Соусы, вот. Хотя я вчера приготовила самсу, реально очень вкусно получилось. Сегодня я хочу еще приготовить хачапури. Не хачапури, вечно путаю чебуреки с сыром. Так как они с сыром, поэтому хочется назвать хачапури. Но напоминаю, кто не смотрел ту серию, где мы гуляли у моря, вот предыдущая, получается, серия, мы ели в Узбечке, и там наши знакомые взяли как раз-таки чебуреки с сыром. Мне прям, ну, я их попробовала, они получились вкусные, да. То есть, но я тогда себе купила самсу, поэтому еще домой их взяла, поэтому я и приготовила вчера самсу. Но я как бы решила, что я вот эти чебуреки тоже попробую приготовить. Так что сейчас поедем домой, мы еще приготовим чебуреки с сыром, покажу, как получилось. Вот. Самса тоже получилась очень классно. В общем, такой у нас сегодня денек, друзья. Рассказывайте, как вам вообще по ценам? 799 лир. Ну и вообще, как бы, одежда детская. Как считаете, дорого, недорого? Но, напоминаю, впереди еще мы поедем в Мерсин. Еще засниму там цены на одежду. Ну и покажу, что мы купим. Да и вообще, как бы, как мы погуляли. Вот, ну такая вот бургерная. Хорошо, что открылась в Селивке. Тут и как KFC есть, но она по-другому называется. Я вечно забываю, как название этого магазина. То есть наполовину это вот это, наполовину Бургер Кинг. Вот. Но что хочу сказать. Тяжелая еда все-таки это вот для меня даже. Поэтому я не кушаю, стараюсь не есть. Потому что после этого желудок болит. Но положили нечаянно 2 бумаги. Так, ну что, тебе понравилось? Вкусно было? В общем, купила еще я вот такую вот зира называется, здесь кимьон. Именно для плова, для вот таких вот всяких узбекской кухни взяла, потому что молотый, он как бы не такой эффект дает. И этот магазинчик, он продается, то есть вот это вот продается в магазине Бахарат рядом с Вайкики. Смотрите, тут все сидят уже на солнышке, греются, сидят, чай пьют, тепло. Может быть, мы тоже где-нибудь в какой-нибудь кафешечке засядем, да, попозже, но, наверное, уже не сегодня, потому что надо ехать домой и готовить, кушать. Поехали? Ну, очень жарко, да, Алмаз?
Даже в кофте уже жарко. Друзья, шоколадку ем. Такая вкусная. Все-таки вдохновение шоколад. Я тоже попробовала, и мне очень вкусно стало. Не, турецкий. Как я соскучилась по таким шоколадкам. В общем, но мы сейчас обратно идем. Куда? В Вайкики. Потому что там мне потерялся игрушка. Потому что мы игрушку потеряли. Нам шоколадку передали и заразили нас тем, что вещи теряют, да? А именно шоколадку я отдала сразу Алмазу. Я говорю, о, тебе шоколадка. И Алмаз игрушку потерял. Ну ладно, в общем, это все суеверие. А я, что хочу сказать, я обувь не ту купила. Мне обувь нужна. Оказывается, чуть-чуть побольше. Померила дома хорошенько, села. Думаю, что-то я, похоже, неправильно взяла. 37 я взяла. Но у них вообще всегда размеры по-разному. 37 купишь нормально вроде. Иногда покупаешь 37, малые. В общем, надо брать 38. Сейчас поедем обратно. Наконец-то мы нашли. Да. Смотрите, одели даже все, что купили. Покажи футболочку свою. Вот такую курточку мы взяли за 799. А Зальке тоже такая куртка нужна, да, очень красивая. Пойдем. Но почему-то у девочек красивых нет. Там за 1299 что-то было не очень красивое. Сейчас мы, короче, пойдем вниз. Так, сейчас идем мне посмотрим обувь. Пользуясь случаем, уж давайте покажу по поводу какой куртки я говорю. Вот, смотрите. Такая 1299. И больше особо нету. Только вот олимпийки. В общем, так. Так, ну что, все, мне поменяли на 38 размер. Все, наконец-то можно идти домой дела делать. Так и живем, так и работаем. Пошли, Алмаз. У нас настал вечер. Руслан пришел с работы. И, подожди, стой. Занимаемся мы после ужина чем? Тем, что надо выдернуть зубик. Алмаз, не боишься? Боюсь. Покажи зубик свой. У нас зубик в 6 лет начал шататься первый, вот этот. Да. И, конечно же, старым дедовским способом. Мне мой дедушка, кстати, вот так вот и делал. Короче... Тихо, 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 да Нет. не бойся. Ты боишься, что ли? Ну, если не хочешь, не надо тогда. Ну все, тогда делать не будем. Ладно. Всё. Нет, он просто сам хочет. Ты Ты хочешь? сам хочешь, что ли? Давай сам сделаешь тогда. А что делаете? Как делаете? Сейчас, подожди. Я тоже хочу посмотреть. Ну, сейчас посмотрим. Давай, включись. Открыть, что ли? А я не могу открыть. Я лучше с ним постою. Почему открываешь? Нет, я не буду открывать. Я не буду открывать. Я не помню, что так надо было делать. Нет, я не смогу. Нет, я сам... Я- Нет. Ну тогда иди туда. А что делать? Просто... Держать? Просто... Нет, держать не надо, просто надо стоять и все. Я боюсь, мама. Улам, открой ротик, пожалуйста. А я буду плакать. Подожди, сейчас пальчик этот. Ротик открой. Слушай, у него сердце колотится, давай не будем. Всё. Давай не будем. Как не будем? Давай не будем. Да не будем, все, снимай. Короче, ладно, не получилось. Хорошо, Всё. не Ну не будем. надо, не надо. У тебя сердце колотится. Не надо. Хочешь попробовать, что ли? Ну, все. Не надо, значит. Что? Что ты хочешь? Забывать. Давай, убирай нам, папа. У тебя сердце колотилось. Не надо? Давай. Давай. Сам просит. Напрашивается. Подожди, сначала проверяем, тот зуб, не тот зуб. Главное, не бойся. Если ты боишься, то вообще это не надо делать. Конечно, бояться не надо. Тихо, тихо. Не, у меня несколько раз, так помню, делали. Нитка просто отлетала, а зуб оставался всегда. Надо не так, надо прям завязать. Так, ты держишь? А у него уже зуб-то. Держишь? О. Ну что, больно? Ничего себе! Как ты так быстро! Все, даже крови. Мне говорит, не больно. Не больно? Не больно? Я же тебе сказал, не больно. А теперь ищем зуб. Надо зубной феи оставить зубик. Ну-ка, иди сюда. Иди, покажи зубик. Покажи. Ну, нет, вот так вот. Посмейся. Теперь.
Так, Подожди, он не на вас где-нибудь тут? нет. Ну-ка. В общем, ищем зубик. Потерялся. Когда я кладу, у меня там как будто кровь я кладу. Ну, есть уж немножко кровь. Она выйдет чуть-чуть, да потом пройдет. Зубик ищем для зубной феи. Слушай, я даже не слышу, как он отлетел. И я? Скорее всего, где-то здесь он. Ну, А у вставай. тебя не во рту, Алмаз? Нет. Короче, Смотри, ищем ну. зубик. И ты, вот. Маленький зубчик. Ну все, под подушку сегодня ночью поставишь, завтра... Хочу показать. Что фея-то приносит обычно? Деньги. Деньги. Большие деньги, что ли? Маленькие. Да, нормально. Сколько? Маленькие? Достаточные. $1 миллион? Посмотрите, у меня там кровь. Ну, конечно. Ну да, зубик питался, видишь? У тебя вот здесь вот по сосудикам питание шло зубику. Вот там, видишь, как соединялось. Теперь кровь. Мы это сделали. Точнее, Руслан сделал. Я... Испугался. Ну-ка, покажи. Что, уже поставили, что ли? Да, уже поставили. А мы там будем в зеркало. Можно, конечно. У Азальки тоже скоро будет шевелиться. Кстати, у него и второй шевелится. Рядышком, ладно? рядом который. Почему послезавтра? Послезавтра. Ну, не знаю, так потрогай зубики, шевелятся, не шевелятся. Верхние, не эти, передние. Передний. Вот, смотри. Не шевелится? Вот так надо. И у нас настал новый день, друзья, и только сегодня я приготовила чебуреки с сыром. Получилось вкусно, первый раз готовлю. Ну, сыр в кафе был другой. Да, сыр немножко был другой, мы использовали другой сыр. Надо более такой тянучий, но все равно получилось очень вкусно. Так как, друзья, пришла весна, очень, кстати, сегодня на улице солнечно, жарко. Сейчас хотим доделать дела дома и пойти гулять. 22 градуса на улице. И какое же у нас дело? Наверное, самое главное дело – это помыть балкон. Сейчас мы собираемся выйти на балкон, и вы посмотрите, как в Турции моют балкон. Те, кто еще не видел предыдущие мои ролики, как я там мыла все. Потому что уже хочется выходить на балкон. Да, мы раньше выходили на балкон, но всегда в тапочках, то есть вот так вот. Сейчас уже жарко на балконе, поэтому в носочках или вообще без носков будем на балконе часто находиться, поэтому балкон надо помыть. Здесь у нас слив, а здесь вода течет. И таким образом мы моем. А Алмазик сидит. Давай тоже мне помогай. Иди спускайся. Ого, посмотри, как она открылась. Угу. Когда я... О, закрылась, чтобы все видели. Когда есть такие помощники, можно и посидеть. Закрылась, открылась. Мне это прикольно. О, как красиво. Да. Вода. Меня видно? Тебя видно, да. Тебя нет. Меня вот здесь видно. Я могу вот так вот. Так, ну что, мы снова поехали по делам. Надо Алмаза постричь. Посмотрим сейчас, сколько стоит детская стрижка. Взрослая Руслана вот стригли последний раз 250 лир. Вот. Я вообще не стрижусь здесь, в Селевке. Я отращиваю. Я в Газипаше настриглась волосы. Теперь стали нормальные, мои свои натуральные цветом. Я их не крашу, поэтому, в общем, снова на велосипеде поехали по делам. Еще, может быть, на площадке погуляем. Дверь подержи, ладно? Посмотри сюда, на солнце, говорит. Давай я вот так прикрою немножко. Короче, постригли очень классно, мне прям понравилось. Вот это вот
парикмахерская, барбершоп называется. Знаете, ориентир какой? Вот, получается, вот здесь вот футбольное поле. Здесь напротив мы обычно всегда чиним велосипеды. А там футбольное поле. Вот. И получается напротив барбершоп. Вот там вот 250 лир получается детская стрижка. Что? Ребята, это парикмахерская мне понравилось. Кстати, ну-ка улыбнись. Улыбнись. Зубки-то покажи. Ну так. Ну что, приходила сегодня фея зубная? Да? И что сделала? Забрала? Да, забрала зуб. Только я посмотрела под подушку, там не было монета. Потом посмотрела на одеяло, под одеяло искала. И потом знаешь, что я там нашел? Ты что нашел? Бумажную деньгу. Сколько денег? 200. Представляете, 200. зубная фея оставила нам 200 лир. Кстати, сегодня пятница, не знаю, успеем ли мы на рынок, но сейчас еще Алмаз хочет на площадку, потому что он здесь набрал очень много игрушек и хочет погулять на площадке. Что, поедем на площадку? Все, поехали. А сейчас мы решили снять сначала деньги, потом все-таки заехать на рынок и пойти на площадку детскую. Как уж я вам набережную-то не засниму, давайте я вам покажу, какая тут у нас прекрасная набережная. Тем более сейчас, в такую погоду. Знаете, вот жарко, но я уж с длинными рукавами одела такую легкую кофточку. Спокойно можно в футболке ходить. Хотя люди, вот турки, видите, в жилетках. Знаете, они даже вот, когда здесь было холодно, что-то там около 4-8 градусов, и ветрено. Я видела бабушек, которые, короче, лицо прикрывали, как, знаете, как у нас вот на морозе минус 30, типа того. Они прям лица покрывали и прям вот прикрывали, прям видно было, что им очень холодно. Поэтому, наверное, и сейчас они ходят в жилетках, в курточках каких-то, в теплых кофточках. Вот, например, я даже на велосипеде с длинными рукавами, да, кофту тонкую одела. При этом как будто бы не жарко, вспрело немножко. Поэтому, короче, как-то так. По-разному все носят одежду. Так, ну а я приехала к банкоматам. Приехали мы на рыночек. Давайте посмотрим, сколько стоят апельсинки. Апельсинки 35 лир, огурцы 60. Перец 100, помидоры 35. Я пришла сюда только за самым сладким, самым вкусным чем-то. Тем более завтра 8 марта. О, вот это яблочки. Пахнет очень вкусно. 40. Какой, интересно, вот из них вкусно так пахнет. Вот эти похожи, но они немножко обработанные. Из них вкусный желтый. Да. Покажи, яблочки купили, короче, по 40 лир за килограмм. Так прям запах, аромат яблок сильный, поэтому решили купить. Мандаринки по 35. Знаете, что я ищу? Так, я ищу, короче, помидоры черри, они обычно здесь недорогие. Алмаз, ты ж потеряться хочешь, да? Я пошла. Ты уж не теряй маму, а то потеряешься. Я тебя потом здесь вообще не найду. Вот, ваш булдук. Помидорки нужны. Но обычные помидоры я не буду брать. Хочу черики купить. Вот эти по 40 тоже. Короче, здесь по 40, вот, по 60 огурцы. Огурцы я, по-моему, даже подешевле брала, как будто бы. Вот. А вот за 70 перец. Вот перец я брала за 100. Ну, в той лавке, про которую я постоянно рассказываю. Сейчас пройдем дальше, потом еще раз что-нибудь вам поснимаю. Завтра же 8 марта, друзья. Как же уж без вкусняшек. Тем более, пользуясь случаем, всех заранее поздравляю. Наверное, с опозданием выйдет ролик, но все же, хоть и поздно, но приятно. Всех женщин, кто смотрит меня, всех моих любимых подписчиц, я поздравляю с 8 марта, с днем. Женским днем, с международным женским днем. Желаю, конечно же, оставаться красивыми, веселыми, радостными
и чтобы у вас было много денег, и чтобы ваши мужчины вас очень сильно любили. И чтобы у вас было все хорошо. Правильно, солнце. Бананы, кстати, вот можно взять 60 лир. Бананы 65. Это недорого. Возьму, наверное. Так, клубничка здесь маленькая очень, 150 лир. А мы видели большие по 200 в той лавке. Сейчас еще поищем. Пошли вон. Еще дочка хочет этот шелковицу. Уже сколько просила. Сейчас найду и обязательно возьму. Здесь вот постоянно какой-то концерт на рынке проходит. Ну, не концерт, как бы уж поют, и там кто-то деньги им за это платит. Пошлите, пошли сюда. Так, нам надо клубничку и шелковицу для Азали найти. Появилась хурма, но по моему опыту она сначала, которая ранее, немного вяжет. Не знаю, правда, нет? Опять маленькая клубничка? Нет, нет, некрасивая еще такая, хотя по 100 лир. Нет, такую некрасивую не возьму. Вижу перчик по 70 лир, разноцветный. Наверное, возьмем парочку для красоты, для салатов. Разные цвета. Да, тем более за 70. Парочку возьму. Клубничка по 75. Полкилограмма. Вот, кстати, шелковица 85. Не-не-не, чернику не трогай. Так, купила я еще вот черри, смотрите. И купила клубнику за 80 килограмм на варенье. Вот, сейчас для еды возьму еще по 150 другую вкусную. Пошли. Так, купили, в общем, за 80 все домой. Пошли. И еще мы купили... Сейчас уронишь шелковицу и клубнику. Для еды клубнику взяли по 150 лир. И я, короче, варенье хочу сделать свежее. По 80 лир взяла. Нет, нет, я для еды взяла же тебе. Вамас. Все, пошли? Домой? Да, нет, на горку. На горку, да, пошли. В общем, все сладкое, можно сказать, купили. Клубнику вот эту взяли для... тоже хорошая клубника, кстати. Для варенья. Но она была 80 лир, как бы, не такая прям красивая. Вот, взяли перец разного цвета. Тоже разные яблоки взяли. Помидоры, черики, шелковицу, бананы. И клубничку взяли крупную. Вот все, что мы взяли. Присели здесь на площадке. Обувь одела, кстати, то, что купила. Очень-очень нравится, очень удобная. Вот. В общем, все, мы сегодня, наверное, сейчас погуляем, да потом уже домой. Буду готовить на вечер, на ужин что-нибудь. Время уже 4:30. И, наверное, буду прощаться с вами завтра, 8 марта. Завтра снова поснимаю. Завтра пойдем к морю обязательно, наверное, погуляем. И поедем потом в Мерсин. Хотим в Мерсин поехать. По ценам как раз таки сориентирую вас. Именно одежда, шопинг, да. И давайте прощаться. Всех очень люблю. Всех целую. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Поделитесь с кем-нибудь этим роликом. Я знаю, что это не сложно. Хоть одного человека можно найти. Но для меня это будет очень полезно. Вы мне очень сильно поможете. Всех люблю. Всем желаю счастья. Еще раз с 8 марта всех девушек, женщин, мам, бабушек, а вот девочек даже маленьких. Всех с женским праздником. Всем пока.